Привет, друзья! Я рад вас приветствовать на канале Шокаяма, где мы с вами занимаемся вкусностями. Готовим, обозреваем, пробуем, высказываем свое мнение. Но сегодня мы будем готовить. Так как у нас праздники, наступает 14 февраля, 8 марта, 23 февраля. Это праздники, на которые принято дарить цветы. Но всегда лучше подарок сделать собственными руками, вот этими. Не пойти купить. Купить каждый может. Любой дурак, у которого есть деньги, может пойти и купить цветы. А сделать эти цветы самостоятельно может далеко не каждый. Мы делаем сегодня пластичный шоколад. Le chocolat plastique, как бы сказали бы французы. Но не будем говорить мы. Мы скажем пластичный шоколад. Из этого шоколада можно не только лепить цветы. Нет. Его можно использовать во многих разных вещах. Можно торт им обтянуть, например. Можно бантик связать. Можно слепить что угодно. Можно слепить машинку, можно колесико, можно винтик, болтик. Но если вы не хотите там мастикой пользоваться, да, и быть как все, а хотите выделиться, то вот, пожалуйста, пластичный шоколад. Мы сегодня сделаем горький. Вообще можно делать из любого шоколада. Чуть-чуть меняется раскладка. Значит, здесь у меня горький шоколад. Его здесь 250 граммов. И здесь у меня глюкоза. Я ее чуть-чуть прогрел, чтобы она стала такая вот пластичная, чтобы это можно было все смешать. 200 граммов глюкозы. Если вы берете молочный шоколад, то будет у вас те же самые. Глюкоза всегда будет 200. Но молочного шоколада нужно 300 граммов. Если вы берете белый шоколад, то 325 граммов вам его надо. Как же мы делаем? Мы растопили шоколад, мы подогрели чуть-чуть глюкозу. Теперь мы берем и вываливаем эту глюкозу в шоколад. Вот так. И теперь мы будем перемешивать. Перемешиваем до тех пор, пока не получим такую уже густую пастообразную ерунду. Конечно, сразу же работать с шоколадом нам будет нельзя, потому что шоколад, он обязательно должен пройти момент стабилизации. Потому что сейчас у нас шоколад растоплен, и он не представляет из себя какой-то единой массы. Нам нужно, чтобы кристаллическая решетка шоколада все-таки сформировалась. Поэтому мы возьмем, сейчас все перемешаем. Перемешиваем до тех пор, пока у нас не получится вот такая вот штука, которая, видите, все, она уже отстает. Но она практически ни к чему не прилипает. Вон, видите, какая. Все, ее легко взять, всю в один комочек собрать. Оп. Теперь, когда мы все хорошенечко перемешали, все смешано, мы возьмем... У нас нет пленки, да, пищевой? Не-а. Нам нужна пищевая пленка, которой у меня нет. Ну ничего, я вам сейчас покажу, как я выйду из этой ситуации победителем. Мы возьмем пакетик, но надо, чтобы всегда у вас пленочка была под рукой. На самом деле, сейчас я вам покажу. Ничего, да. Все будет максимально аккуратно. Взяли. И переложили, видите, чистенько. Теперь возьмем, распластаем наш пластичный шоколад. Так процесс стабилизации и кристаллизации будет проходить активнее, потому что, естественно, что у нас шоколад переходит в стабильную форму когда у него температура опускается ниже определенного значения. Так как шоколад у нас не темперированный, то это значение будет достаточно низким, он должен опуститься ниже 28 градусов. Если бы у нас шоколад был бы темперированный, то температура бы хватило и там 31 градуса для того, чтобы начать процесс кристаллизации. Да, здесь у нас шоколад не темперированный, но его и не надо темперировать.
Что я вам советую? Я вам советую вот так вот все убрали, аккуратненько все закрыли, красивенько, чтобы у нас все было вот в таком вот виде. И убираем в холодильник минимум часа на 3. Минимум. Вообще в идеале стабилизировать ночь, 8 часов. Но так как у нас здесь влаги практически нет, реально у нас влаги практически нет, у нас есть только глюкоза, в которой не так много влаги, если вы не знали, то процесс стабилизации будет проходить быстрее. Поэтому 3 часов, в принципе, я думаю, что нам хватит за глаза. Все, мы это дело убираем и вернемся уже тогда, когда надо будет с ним работать. Ну что, друзья, я уже, как вы видите, подготовился к тому, чтобы заняться цветочками. Если вам интересно, как застыл наш пластичный шоколад, то вот. Он стабилизировался, он стабильный, но он, как вы видите, пластичный. Так, ну теперь нам нужно его вытащить из нашего мешка. Мешок нам больше не понадобится, давайте его вообще снимем. Коврик это просто опциональный, чтобы не пачкать стол, на самом деле это не обязательно. Можно и без этого. Ну, пахнет шоколадом. То есть прям открываете, и все. И это шоколад. Просто видите, какой он. Он пластичный. Сейчас с ним работать чуть-чуть тяжело. Нам нужно его вымесить для того, чтобы он стал работоспособным. Задача просто вымесить, чуть-чуть прогреть его руками. Это непросто, но что я хочу вам сказать? Я хочу сказать, что если бы его было бы легко вымесить ручками, он был бы супер мягким, то как бы вы потом эти цветы вообще бы брали в руку, объясните мне, они бы все у вас просто таяли. Поэтому сначала у нас небольшой фитнес, чтобы потом кушать много сладкого. Вот видите, он стал пластичным. Теперь давайте для удобства работы мы его разделим на 2 части. Одну пока отставим, а другой займемся. Чуть-чуть еще ее помесим, капельку. И теперь наша задача какая? Мы раскатываем в пласт. Давайте я вам покажу. Берем скалку и раскатываем. Если ваш шоколад прилипает к вашей скалке, вы можете его подпылять сахарной пудрой. Если вдруг у вас нету сил или желания вымешивать, то я вам рекомендую за час до вашей работы достать пластичный шоколад из холодильника в комнатную температуру. Он отойдет, и сил понадобится прикладывать гораздо меньше. Скалка моя, она прилипает к шоколаду, это нормально, да, потому что там глюкоза, она липкая. Если я потру свой пластичный шоколад, то у меня шоколад начнет таять и выделять на поверхность тонкий-тонкий слой жира. И я пользуюсь этим его свойством для того, чтобы моя скалка не прилипала бы к пластичному шоколаду. Такой вот лайфхак. Если у вас на скалке оседают кусочки вашего пластичного шоколада, лучше их сразу снимайте, потому что сам шоколад начинает к ним очень хорошо липнуть. Вообще можно использовать этот шоколад не только в декорации. Его можно использовать и как часть десерта, потому что он имеет вкус все еще шоколада и запах шоколада. И поэтому, если вдруг вам нужно сделать вокруг какого-нибудь шоколада, вокруг какого-нибудь десерта красивый ободочек такой из шоколада, то вот пластичный шоколад — это именно то, что вам надо. Теперь давайте порежем его на кружки. Каждый кружок — это будет наш лепесток. Вот этот шоколад весь собираем. Его можно заново использовать, но я вам сейчас покажу, что мы сделаем с ним. Мы возьмем и сделаем заготовку первичную. То есть вокруг этого мы будем строить наш цветок. Все лепестки, делаем их тоненькими вот по самому краю.
Это для того, чтобы они были похожи на лепестки розы. Да, лепестки розы, они же не толстые с самого края. Вот видите, вот такого же не бывает. А вот такое уже бывает. Вот, поэтому просто им придаем. Они не должны быть одинаковыми, максимально не одинаковыми. Потому что все-таки одинаковых лепестков в природе не бывает. Все они не одинаковые, все они разные. Одинаково разные. Итак, мы, в общем, сотворили с нашими лепестками все необходимое. Теперь давайте собирать. Вообще техник лепки цветов огромное количество. Там английские, испанские техники. Я не знаю, как называется эта конкретная техника, но она меня выручала не раз. Смотрим. Берем нашу заготовочку. Берем наш лепесток. И начинаем закручивать. Чуть-чуть оставляем, до конца не закручиваем. Берем следующий лепесток. Сюда его вставляем. И поехали. Также до конца не докручиваем. Можем сразу же начинать разворачивать. Берем еще один лепесток. Так. Так вот делаем. Еще один. Много нам лепестков не потребуется. Так. Давайте еще один. Теперь нам, видите, немного несимметрично. Давайте дадим симметрии. Так. И вот здесь вот нам не хватает симметрии. Самое главное, это никуда не торопиться. И следите за тем, чтобы ваш шоколад не плыл у вас в руках. Потому что вы с ним начинаете работать, он, естественно, у вас тает. Но вам нужно просто, когда вы видите, что тает, убрать от него руки, не трогать его. Вот, и он будет нормально стоять. Вот, дальше, короче, когда вы уже слепили, все, мы берем, снимаем его с ножки. И вот у нас получился такая вот розочка. Больше практики. Ничего сложного здесь нет. Все очень просто, максимально. Самое главное это сделать правильный пластичный шоколад. Не бояться его, не бойтесь с ним работать. Он очень быстро сохнет, поэтому не забывайте, что его нужно обязательно хранить в пленке и лучше всего в холодильнике, но не обязательно. И перед работой за час вытащите его из холодильника и вот тренируйтесь, и у вас получатся такие и даже лучше розочки. Дарите счастье и любовь своим близким, своим любимым дарите шоколадные цветы вместо обычных, уже надоевших, всем приевшихся, осточертевших, вот этих вот живых, которые любой может купить. Такое далеко не каждый сможет сделать. Всем пока!